Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня я буду делать подвесное плетеное кресло для кукол. Основу кресла, по идее, можно сделать из любой проволоки. Если она тонкая, то скручивать ее, пока не достигнет нужной толщины. А я решила попробовать взять вот такую дешевую проволочную вешалку. У меня она в резиновой оплетке. Сразу скажу, что на все кресло вместе с подставкой у меня уйдет 4 таких вешалки. Чтобы ее разобрать, достаточно просто выломать верхний крючок. Прорезиненную оплетку позднее буду снимать, так как, во-первых, она не подходящего цвета, а во-вторых, это лишняя толщина, которая мне не нужна. Ну а пока с ней разгибать вешалку намного удобней. После этого аккуратно распрямляю все изгибы. Мне нужен длинный, относительно ровный прут. Вешалку можно разрезать ножницами по металлу или разломать, сгибая несколько раз в одном месте из стороны в сторону. Мне нужно два прута длиной 35 и 45 сантиметров. Защищаю руки перчатками и помогаю себе плоскогубцами. Сгибаю оба прута в относительно ровный круг. Чтобы снять оплетку, аккуратно надрезаю ее канцелярским ножом. Так как сама проволока у меня довольно темная и сильно пачкается, а нитки у меня белые, я обклею кольца малярным скотчем. В произвольном порядке отрываю полоски и обматываю проволоку по спирали. В конце этого скотча видно не будет. К тому же с ним нить будет лучше держаться и не скользить. Заклеиваю разрез. Место стыка уплотняю еще одной небольшой полоской скотча. В готовом кресле кольца будут соединены вот в таком положении. Делать все части кресла можно в любом порядке. Для удобного перехода в описании я сделаю тайминги на каждую часть. Плести буду из хлопковой пряжи средней толщины в технике макраме. Делаю это в первый раз, так что в основном буду идти по наитию. И заранее прошу прощения за возможные ошибки. За лучшими пояснениями обращайтесь к мастерам макраме. Расчеты делаю, исходя из своей проволоки и своей пряжи. Также ориентируйтесь на свою плотность плетения. Чтобы удобнее было плести, из остатков вешалки я сделала вот такие два вспомогательных крючка. И также обмотала их малярным скотчем. Теперь вешаю их на верхний край своего жесткого фона, а уже на них кольцо стыком вниз. Начну с меньшего кольца, это будет сиденье. Отмеряю нить в 7 его диаметров. У меня получилось примерно 80 сантиметров. Складываю нить пополам. Подкладываю серединку под кольцо и протаскиваю концы в петлю.
Привязываю так 4 нити по 80 сантиметров. Разделяю на две части. Все узлы нужно делать с одним алгоритмом. Например, я буду начинать всегда с левой стороны. Кладу крайнюю левую нить на две центральные, а правую крайнюю кладу на хвостик левой. Обхватываю снизу центральные и протаскиваю через образовавшуюся петлю от левой. Подтягиваю узел. Теперь делаю все зеркально. Эти квадратные узлы буду делать всегда в одном направлении. Далее от каждого квадратного узла отделяю по 2 смежные нити. И уже из них вяжу квадратные узлы следующего ряда. А дальше закрепляю другие нити на кольцо попарно с обеих сторон. Длину нитей каждой последующей пары уменьшаю на 3 сантиметра. У меня получилось всего 6 двойных нитей. Продолжаю завязывать квадратные узлы в шахматном порядке, чтобы получилась сетка. Теперь постепенно добавляю по одной нити с каждой стороны. И уже из них дальше плету квадратные узлы. Таким образом добавляю еще по 6 нитей с каждой стороны. Довязываю узлы, пока не закончатся крайние прикрепленные нити. Когда крайние хвостики начинают прилегать к кольцу, больше нитей не прибавляю. Беру 2 крайние свободные нити и буду закреплять их на кольцо. Оборачиваю поочередно, чтобы хвостики выходили сверху. Для закрепления оборачиваю верхнюю нить вокруг и завязываю обычный узелок из 2 нитей. Теперь продолжаю делать квадратные узлы, будто с добавленными нитями. И так прикрепляю крайние нити каждый ряд, всего 6 раз. После этого начинаю убавлять нити. Закрепляю все нити крайнего ряда на кольцо. Можно сразу доплести ряд, а можно постепенно закреплять нити по одной. Рисунок от этого не меняется.
Также и с другой стороны. Пока откладываю сиденье и беру большее кольцо. Это будет спинка. Для него центральные нити отмеряю уже по 4 диаметра. У меня это 68 сантиметров. Также последующие нити убавляю на 3 сантиметра. У меня получилось 12 двойных нитей и по 19 одинарных с каждой стороны. Плету абсолютно таким же образом, как сидушку. Но из-за большого количества нитей полотно будет более свободным. Для удобства можно прикрепить временные нити и подвесить, например, на штатив, немного скосив под углом. Сверху накладываю сиденье и выравниваю по центру. Плотно обматываю оба кольца нитями от сиденья. Эта намотка у меня примерно 5 сантиметров. Примеряю сиденье. Если нужно, доплетаю спинку. Совмещаю центр сиденья с центром спинки и креплю его нитями большего кольца. Расстояние от спинки до сиденья у меня примерно 7 сантиметров. Закрепляю квадратным узлом. Затем проплетаю еще один ряд в шахматном порядке. Теперь буду оформлять низ кресла. Тут все ограничивается только вашей фантазией. Можно составить много разных комбинаций техник плетения. Так как я не знаток макраме, оформлю довольно простыми кисточками. Плету треугольник из 8 нитей. Делю на 2 части. Беру самую крайнюю нить из них и на нее буду навязывать по 2 узла оставшимися нитями. Сильно эти репсовые узлы не затягиваю, оставляя небольшое расстояние. Также делаю зеркально и с другой стороны. Отрезаю дополнительную нить примерно 10 сантиметров. Делаю небольшую петлю на конце
и прикладываю ее к оставшимся нитям. Другим концом плотно обматываю все нити несколько раз. И продеваю кончик в петлю. Затем подтягиваю вверх первый конец, затягивая петлю. Этот кончик можно сразу обрезать или с помощью крючка увести назад, а потом вниз, протянув через всю намотку. Обрезаю лишнее, оставив свободными примерно 1,5 сантиметра. Теперь убираю временные стропы и по кукле намечаю места основных. Отрезаю 6 нитей по 57 сантиметров. Беру одну из них, складываю пополам и маркирую середину, привязав, например, контрастную нить. Затем по одной стороне отмеряю 3 сантиметра. Маркирую. Оттуда откладываю еще 17 сантиметров. А на другой половинке отмеряю сразу от центра 20 сантиметров. Такую разметку делаю еще на одной нити. Закреплять буду один конец между 5 и 6 узлами от центра, а другой между 16 и 17. К размеченной нити добавляю еще 2 нити такой же длины. Выравниваю по концам. А чтобы нити не расползались, я завязала временный слабый узел на концах. Отрезаю нить примерно 60 сантиметров. Здесь все зависит от вашего удобства. Складываю ее пополам и креплю на метку центра квадратным узлом, захватывая сразу все 3 нити. Квадратными узлами обплетаю вниз 3 сантиметра до следующей метки. Складываю эту полоску пополам. И продолжаю оплетать уже все 6 нитей. Делаю так 3 квадратных узла. Получилась крепкая петля. И теперь снова буду оплетать 3 нити. Но уже буду делать плоские узлы только в одну сторону. Например, мне удобнее начинать с правой стороны. Из-за одинаковых плоских узлов оплетка начинает закручиваться. Так довязываю до последней метки. Если нить, которой оплетаю стропы, закончилась, легко нарастить новую.
Из новой нити делаю плоский узел в том же направлении. Подтягиваю его вплотную к предыдущему. Затем из старых оставшихся нитей завязываю еще один узел. И протаскиваю концы новых нитей, чтобы их направления совпадали со старыми. Затягиваю узел. И продолжаю плести уже новыми нитями, захватывая концы старых. Таким же образом оплетаю другую половинку нитей строп. На отмеченные места креплю стропы на кольцо так, чтобы 17-сантиметровый оказался сзади, а 20-сантиметровый спереди. Каждую нить строп закрепляю следующим образом. Оборачиваю нитью кольцо, выводя хвостик сверху. Затем делаю еще один виток справа и протаскиваю хвостик через первый виток. Затягиваю. Так креплю все остальные хвостики. После этого продолжаю плести 8 плоских узлов в том же направлении. Следующий 9-й узел не затягиваю до конца. Хочу сделать кисть более пышной. Для этого отрезаю нить примерно в 40 сантиметров, складываю ее в 4 раза и продеваю в узел. А уже затем затягиваю его. И в конце обматываю кисть дополнительно нитью, так же как я делала до этого. Срезаю все лишнее. Теперь нужно закрыть все оставшиеся голые места кольца. Отрезаю нить удобной длины. У меня это все те же 60 сантиметров. Продеваю ее в иглу с подходящим ушком и плотно обматываю ей кольцо. При желании ее можно подклеить. На местах крепления продеваю нить через ближайшую стенку и продолжаю обматывать, пока не закрою все проплешины. Для подставки также разбираю вешалку. В этот раз толщина мне не мешает, так что оплетку я снимать не буду. К тому же с ней подставка будет хоть чуть-чуть, но тяжелее. Разгибаю только острые углы вешалки, а плавно скругленную часть оставляю. Сгибаю вешалку пополам и выгибаю плавной дугой. И немного развожу в сторону концы. Из последней 4-й вешалки
отрезаю примерно 43 сантиметра и сгибаю в дугу. Эти две детали будут крепиться вот таким образом. Можно также обмотать всю подставку малярным скотчем, заодно скрепляя им части подставки. И уже после обклеивания я нашла вот такую тканевую клейкую ленту. Так как она одной ширины, ей получилось обматывать гораздо удобнее и аккуратнее. Также можно использовать атласные ленты или те же нити. Используя обмотку в качестве грунтовки, я решила покрасить подставку акриловой краской в 2 слоя. А из обычной скрепки согнула обоюдный крючок. На одну часть вешаю петли кресла, а другую цепляю его за подставку. И вот такое плетеное подвесное кресло у меня получилось. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.